В одной из засушливых долин Южной Австралии произошел инцидент, который неожиданно получил глобальный резонанс. Все началось с того, что местные фермеры, столкнувшиеся с обвалом цен на шерсть, были вынуждены утилизировать излишки продукции. Не имея спроса, переработчиков и поддержки, они приняли спорное решение закопать несколько тонн овечьей шерсти в землю, чтобы освободить склады и избежать убытков. Место выбрали за пределами пастбищ, участок с высохшей, бесплодной почвой, которую в регионе прозвали мертвой из-за ее неспособности поддерживать даже простейшие формы растительности. Предполагалось, что шерсть со временем просто разложится без вреда для окружающей среды. Однако спустя всего полгода с момента захоронения в этом регионе начали происходить странные изменения. Сначала ученые обратили внимание на появление необычных микроорганизмов в почве бактерий, которые, казалось, начали ускоренно разлагать кератин, основной компонент шерсти. Эти микроорганизмы оказались ранее неизвестными и отличались уникальной биохимией. Но куда более удивительным было то, что на этом месте вскоре начала оживать земля. Появились мхи, затем травы. Через год мертвый участок, считавшийся полностью бесплодным, покрылся первым полноценным растительным покровом за десятилетия. Анализ показал, что разложившаяся шерсть обогатила почву органикой и азотом, а микроорганизмы, найденные в грунте, начали процесс восстановления биологических циклов. Это дало ученым новый инструмент в борьбе с опустыниванием земель, проблему, затрагивающую миллионы гектаров по всему миру. История получила широкую огласку после того, как международные экологи признали участок в Австралии примером самовосстановления экосистемы. Случай с овечьей шерстью стал неожиданным прорывом. Теперь исследовательские группы в Европе, Африке и Азии тестируют метод контролируемого биозахоронения натуральных волокон для регенерации мертвых почв. То, что начиналось как отчаянная попытка избавиться от ненужного ресурса, стало важным открытием в области устойчивого сельского хозяйства и восстановления земель. Иногда природа дает второй шанс даже там, где, казалось бы, нет уже никакой надежды. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.